Итак, друзья, если вы так же, как я, застряли в Мексике и вам нужно жить неопределенное количество времени, то вы будете ездить в Walmart для того, чтобы закупаться продуктами на неделю. Итак, пойдемте со мной посмотрим на закуп продуктов на неделю на одного человека, сколько в итоге это получится и какие вообще цены. Но по ощущениям, что здесь дороже, чем в России, но дешевле, чем в Штатах. А закупаться мы с вами идем в сеть магазинов Walmart. Это американская компания, которая управляет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. В Walmart есть абсолютно все. Продают целый мотоцикл, я такого еще не видел. Велосипеды, ладно. Скейты, самокаты, окей, мотоцикл. Так, а какая цена у тебя? Всего 22 тысячи, но это надо умножить на 5. Мне кажется, это подъемная цена, только вопрос, насколько хватит тогда этого мотоцикла. Как в Леруа Мерлен вы могли купить краску и заколорировать ее прямо здесь, вот это что-то новенькое. Удобный магазин, я бы таким пользовался бы, что в одном магазине ты мог купить абсолютно все, от краски до... О, еще здесь и покрышки есть, серьезно, ребят, но это же вообще аккумуляторы, охренеть. Берем 2 бутылки воды за 18 долларов. Мне показалось, что это Яшкино. Я же обрадовался. Думаю, что это знакомое. Сейчас возьму, но нет, это не Яшкино. В разных странах всегда интересно приходить в отдел с чипсами, потому что таких вкусов вы вряд ли найдете в своих странах. Это да, это все лейс. Называется он здесь сабритос. Или вот просто томатные. Вкусом жареного чего-то и лайма. Очень много лайма, и почти все эти чипсы острые. Мы далее продегустировать вот эти сосиски. Если будете в Мексике и хотите испытать вкус российских сосисек, то вот это максимально похоже на то, что мы привыкли есть в России. Сливочные сосиски. Шикарные. Берем листринчик, 59 песо. Возможно, вы заболеете, когда прилетите в Мексику, потому что все-таки другой континент, тут другие штаммы вирусов. Я приехал, заболел сразу, очень тяжело. Мне казалось, что я переболел, на самом деле, ковидом, штаммом, которым я не болел. Я пошел вчера в аптеку, что вы думаете? Подумал, надо срочно купить капли, мне же не хватило мозгов привезти с собой капли из России. Я пошел в аптеку и, мягко говоря, уел от того, сколько здесь вообще стоит лекарство. А просто подали соленую водичку по цене 1200. Но вот если вы заболеете, то вы можете смело ехать в Walmart и покупать себе различные лекарства. Сельтамивир. Рекомендацион всем, кто хочет очень быстро выздороветь и не болеть гриппом, либо простудными заболеваниями. Как только чувствуете, что заболеваете, надо начать сельтамивир. Но я протупил, у меня его с собой не было. Я думал, что здесь его невозможно купить в Мексике. Оказалось, что он здесь тоже есть. Его даже можно заказать с доставкой. В паре аспирин плюс талинол, он же парацетамол. Идеальная пара вообще, мне кажется, тут. Вот ничего лучше уже не придумаешь, классика. Пропотеете так, что из вас выйдет вся болечка. В каждом Walmart есть аптека. Тут есть безрецептурные препараты, включая эзомепразол, аспирин, парацетамол, но также можно купить и рецептурные препараты. Например, торвастатин или что-то для кардио, то вы можете приобрести их здесь. Упаковка аспирина, вес 78, одна за 22. Взял гель 830 мл за 24 песо. Но мы отправляемся с вами дальше собирать набор для борща. Я не знаю, для меня это будет испытание собирать здесь набор для борща, потому что говорят, что здесь вообще абсолютно другая картошка. Тут точно абсолютно другие огурцы. Они, конечно, не имеют отношения к борщу, но огурцы здесь выглядят как объекты в секс-шопе. И на вкус, кстати, такие же, не очень. Мы пришли к мясу, и да, вот здесь такая вот мерзкая желтая курица, непривычная российскому взгляду. Странный цвет курицы в Мексике определяется тем, что курицы едят на фермах кукурузный корм. И поэтому вся курица выглядит вот таким вот желтым отвратительным цветом. Грудка килограмм 137 песо. Это вырезка, поэтому дороже, за 195. Уже вот такое готовое мясо, вареное и снятое с кости. Это говяжка. 300 грамм, 122 песо. Вообще есть, конечно, большой выбор продуктов. У меня, если честно, глаза разбегаются. Например, вот эта вот странная штука. Это жареная свиная кожа в масле. А вы такого попробовали? Пишите в комментариях. Пачка креветок 500 грамм, 179 песо. Нашел мясо на кости, 460 грамм, 35 песо. Так, еще планирую готовить пасту болоньезу, поэтому нам для нее нужен фарш. Здесь 570 грамм, 107 песо.
По майонезу все очень грустно. Во-первых, он весь невкусный. Обратите внимание на его цвет. Он вообще какой-то странный. И у каждой марки свой цвет. Вот этот, например, стоит 34 песо. На вкус, в общем, он не такой. Даже майонез Хайнц 92,50 за 650 грамм. Даже он невкусный. Делать нечего, будем брать Хайнц, потому что это хотя бы что-то. 2 тунца по 13 каждый. Соус песто за 94. И соус для макарон 78 за 680 грамм. Большая увесистая банка, мне хватит ее надолго. Спагеттишки 49 за килограмм за большую пачку. Она прям большая. Но меня интересует вот это быстрое приготовление. 5 минут и у вас готовая паста. Томатная паста здесь проблема, поэтому будем экспериментировать. Возьмем 2 вот такие. Надеюсь, что они заменят мне томатную пасту. 12 песо за 2 штуки. Видел пюрешку, понял, что я хочу пюрешку. Здесь, кстати, большой выбор специй, даже в отличие от Турции, где, казалось бы, должны быть специи, их там нету. Здесь вы можете найти и лавровый лист, и орегано, и какой-то ромео, судя по всему, это розмарин. В общем, здесь нет проблем со специями. Выбор достаточно большой, это все специи. Мне кажется, на любителя можно найти все, что захочешь. Поражает, что здесь продаются отдельно бульоны. Например, это куриный бульон. Сразу готовы в пачке выливаете и можете делать суп. Или, например, суп шампиньоны. Я хочу попробовать вот это чили крем-суп. Стоит он 34 песо. Берем. Выбор готовых продуктов. Это крутоны для Цезаря. 44 песо. Почему у нас никто не додумался делать отдельно такие вкусные крутоны для салатов? Как же в Мексике без пива Корона? За 12 штук. Здесь продаются сразу жареные тосты. Мне кажется, тоже очень удобная и классная идея. Если бы в России тоже были такие, кто жареный тост достал, если нет тостера, и сразу можешь кушать. Здесь нет нигде абсолютно черного хлеба. Нашел только вот этот центра за 84 песо. Даже не переводите, сколько это в рублях. Да, это охренеть дорого. И классика. Яйца 18 штук за 54 песо. Решил взять зелененькие. Мне кажется, что они побольше. Почему-то не показывается категория C0, C1, C2. Жаль. Православная сметанка примерно выглядит вот так вот. Крема. 34 песо за одну штуку. Готовая свекла, 39 других здесь нет. Так, чтобы она в качанке была, то понятно, поэтому брать так. Морковка тоже идет сразу тертая. Да, я смотрю и думаю, взять попробовать, что ли, один, пожарить его. Попробуем приготовить лист кактуса. А вот и огурцы, про которые я вам говорил. Просто оцените размер. Моя рука и огурец. Это ж просто убить таким можно. И он, кстати, внутри не очень вкусный. Его в любом случае придется чистить, снимать с него кожуру, потому что она вся в каком-то липком напылении, видать, восковом. И, в общем, не очень-то и вкусная сама кожура, и очень жесткая. Помидоры. 34,90 за килограмм. Не отличается практически от московских тепличных. Вероятно, дешевый и очень-очень вкусный авокадо. 89 песо. Суп красный 49,90. Мини-лаймы за 56, но в них не так много сока, но зато их удобно использовать. Папайя 27 песо за килограмм. Очень, кстати, вкусно. Если никогда не пробовали папайю, то рекомендую попробовать. Она необычная вкус. Что-то между дыней и хурмой. Забавно продается, конечно, чеснок. Он уже, во-первых, почищен такими дольками. Выбор тертых сыров. Вообще на любой вкус. Для любой пиццы. 4 сыра, пармезан, куэсто. Я взял какой-то куэсто с пиза. 69 песо за упаковку 250 грамм.
75 песо, большая упаковка бекона, 450 грамм. Но мне кажется, это мне даже не то, что на неделю, мне это недели на 2, на 3 этих продуктов. Еще здесь нет укропа, потому что без укропа салаты и борщ вообще не то. Цена на молоко. Большая упаковка из 1 литра стоит 30. Если берете 2, то за 50 им отдадут. Еще для ваших воспоминаний. Помните вот эту историю? Зубка. Кто ел его сухим и красил себе язык, напишите в комментариях. Здесь, кстати, очень много всяких разводилочек для газированной воды и просто для воды. Можно сделать себе вплоть до того, что чай Липтон. И не дети уже готовятся к Хэллоуину, вот, закупаются все. О, да, классно, рука, мешок. Ну, как вам? Итак, я все упаковал. Кстати, упаковщикам здесь нужно давать чаевые. Они отдельно берут ваши специальные пакеты. Здесь, кстати, нет пластиковых пакетов. Здесь только многоразовые шоперы. И эти специальные люди, как правило, пожилые люди, упаковывают вам ваши продукты. Но вы взамен даете им 2-5 пакетов. Набор получился довольно-таки внушительный, кстати. Ну, я даже думаю, что мне это на пару недель точно хватит. Здесь будет и суп, и паста, еще раз паста, и паста с песто, и хлебушек, и сыр, и салатик можно сделать, короче. Еще я вообще кучу набрался авокадо тосты делать. Весь этот набор продуктов получился на 1516 песо. Это порядка 7500 рублей, либо 75 долларов. Не знаю, напишите, много это или мало. Насколько у вас получается собирать свой набор продуктов и в какую стоимость это выходит у вас. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я пошел готовить борщ.